Доброй ночи, друзья. Сейчас я хочу с вами поговорить о некоторых темах. Дело в том, что мне очень много задают вопросов на почту, и для того, чтобы всем ответить, у меня времени порой не бывает. Вот я решила сделать таким образом: собирать ваши вопросы, а потом снимать сразу ролик. Значит, вот первая тема, которую я хочу с вами обсудить, это тема свекрови. Дело в том, что очень многие женщины, которые растят сыновей, тем более растят их одни, часто вмешиваются в жизнь своего ребенка, считая, что для их сына нужно найти самую неотразимую, самую лучшую женщину, порой забывая о том, что их сын земной человек, у него есть тоже свои недостатки. Иногда он просто невыносим, и не каждая женщина его может перетерпеть и жить с ним счастливо. Почему-то вот они считают, что их золотые мальчики просто-напросто попали в руки злых ведьм, и надо их срочно освобождать. Конечно, бывают случаи, когда женщина, которая абсолютно не любит их сына, просто или ради развлечения, или потому что ей нужно устроить личную жизнь и как-то за счет кого-то жить, прилипает к молодому парню и в конце концов приводит его к погибели, поскольку она может пить, она может делать всякие там разные вещи, а мы знаем, что многие мужчины даже готовы употреблять какие-то запрещенные препараты во имя того, чтобы понравиться своей второй половине, потому что она это делает, и вот мужчина тоже считает нужным так делать. Многие мужчины так гибнут. Конечно, бывают такие случаи, когда нужно спасать человека. Я не имею в виду, что женщина там может быть замужем или с ребенком. В этом нет ничего страшного и ничего ужасающего. Это не преступление. Если у человека жизнь не удалась, не получилось, и она хочет создать семью еще раз, это нормальная вещь. Не нужно к этому относиться с паникой, с ужасом. Иногда женщина, будучи замужем, уже знает, как сравнить, уже знает, как себя правильно вести на ошибках, учится и больше не допускает ошибок, и может вашего сына сделать очень счастливым, чего не может любая пречистая девственница. Вы знаете, не в этом суть. Но есть женщины, которые действительно приводят мужчин к погибели. О таких женщинах сейчас не будем говорить, поскольку тема не их касается. Просто многие свекрови очень хотят разделить семью своего сына, считая, что там нечто такое творится, и что сын больше не контролируется с их стороны, и нужно срочно этот брак разрушить. И они иногда обращаются, ко мне, еще кому-нибудь, да. А часто бывает, что в этом браке, например, родились дети. Но некоторые женщины, если их можно называть матерями, да, на это не обращают внимания. Ну и что там, дети. Главное спасти моего сыночку. Хочу вам сказать, что ваш сыночка вот так 50 раз будет женатый, но не найдет свою вторую половинку, пока вы живы. А когда вас не станет, она уже настолько, то есть он уже превращенный в она, будет настолько уже слабохарактерный, слабовольный, что вскоре уйдет за вами следом, поскольку не приспособлен к этой жизни. Наводя какие-то порчи, наводя какие-то страшные вещи на ваших снах, вы очень сильно рискуете потерять своих сыновей. Почему? Потому что очень часто бывает женщина с очень сильной и психикой, и физиологией, и духовным миром, очень сильной защитой своего рода. Или если у женщины есть дети, часто бывает, что ради детей оставляет ее жить. А если ваш сын любит эту женщину, если они одно целое, если силы Вселенной их соединились, действительно это любовь и семья, а вы пытаетесь их разрушить по каким-то причинам своим, да, может корыстным, желая познакомить сына с более богатой девушкой, может как-то по-другому, потому что хотите подчинить его своей воле, неважно. Вы когда лезете и разрушаете семью, в котором действительно есть любовь и есть это соединение вот вселенское, вы бьете по своему сыну в том числе. Вы можете добиться того, что они разойдутся, можете.
это возможно сделать, но вы разрушаете тем самым жизнь своего ребенка, поскольку вы просто стираете его будущее, вы создаете такое, которое вам нравится. Со временем ваш сын может начать пить. Со временем ваш сын начнет делать неадекватные вещи, он будет вас ненавидеть. Не из-за того, что вы разрушили его семью, может быть, он и не поймет этого, может быть, винить себя или жену, но вот тот удар, который вы нанесли этой женщине, она может просто-напросто повернуться к вашему сыну и закрыть его все пути дороги в жизни. И судьба никак не получится. Очень многие свекрови, которые изводили просто-напросто, сживались с этого белого света своих снов, со временем, когда они расстались, спустя несколько лет, когда поняли, что те другие, которые приходят еще хлеще, хуже и страшнее, чем та, которая ей не нравилась, они начинают даже попытки делать, вернуть свою старую сноху обратно. Такое бывает. Очень многие снохи потом говорят, что вот свекровь как-то подобрела, начала звонить, начала приходить, но у этой женщины уже нет никакого желания соединяться обратно и вернуться в ту семью, где ее практически сживали с этого света, да? Поэтому, когда вы делаете что-то, задумайтесь, вспомните, что вы сами были снохой, вспомните, что эта женщина мать ваших внуков, и как бы вы ее не любили, в любом случае постарайтесь все-таки смириться с тем фактом, что ваш сын должен выбирать себе пару, а не вы. Если люди живут вместе, вот поверьте, нам со стороны иногда кажется, что там такой страшные, ужасные вещи происходят и так далее. Но если люди живут вместе, значит им это нравится. Если им не понравится это, они разойдутся. И неважно, бьют они друг друга, терзают, убивают. Если они вместе живут, значит их что-то вместе держит. И нам абсолютно не нужно туда встревать. Вот если ваш сын сам решит поменять свою жизнь и изменить, вы можете советы давать. Но я вам очень настоятельно не рекомендую на самом деле бить по семье вашего сына, поскольку это ваша кровь. Вы можете испоганить жизнь своим внукам. Вы можете сломать жизнь своему сыну. Именно потому, что вы откроете дорогу демонам в их семью, в их жизнь, понимаете? Вы закроете, вы сделаете безденежье, все эти отвороты, все эти остуды, все, что это все, что делается, тем более, если это делается кустарным методом, непрофессионалами, оно все приводит к тому, что в жизни этих людей внедряется черная сила. И со временем эта черная сила просто-напросто навредит больше вашему ребенку, чем вашей снохе. Просто задумайтесь, если вы сделали такие вещи и увидели результат очень плохой и отрицательный для своего ребенка, лучше идите и снимите. Снимите, пока не поздно. Пока вы на самом деле окончательно не сломали им жизнь. Всего доброго и удачи.